Half-Life 2. Легендарная игра, которая в свое время определила вектор развития шутеров от первого лица. Собрала все мыслимые и немыслимые награды, взбудоражила всю индустрию и заставила собой восхищаться. Инновационный на тот момент физический движок Source, считай, впервые дал нам почувствовать себя в настоящем живом мире, где любой предмет можно поднять гравицапой и уничтожить все, что не прибито к полу. Запретный плод любви Оруэллского 1984 и «Войны миров» Герберта Уэллса влюбил в нас себя и заставляет любить до сих пор. Есть много причин этому. Перечислять все можно было бы несколько часов. Начиная от родной русскому человеку эстетики соцблока до влажных фантазий по Алекс Венс. Так или иначе, цепляющих фишек было бесконечное множество, но одна из них особенно возвышалась над остальными. Монструозная, не поддающаяся осмыслению, исполинская цитадель Альянса. Сообщество Half-Life 2, оно огромное. Оно генерирует целую тучу контента, начиная с фанатских машинин, заканчивая фанфиками, которые выкладываются на разные сайты. Оно постоянно что-то обсуждает, ищет разные упоминания в файлах игры и тому подобное. И среди всей этой фанатской движухи постоянно прослеживался один и тот же вопрос. Цитадель. Насколько она высокая? И вообще, как можно почитать ее высоту? Самые назойливые фанаты сразу решили писать на почту самому сценаристу Half-Life 2 Марку Лейдлоу. Цитадель не имеет реальной высоты. Она получается примерно в 1900 метров в скайбоксе, но внутри него всего лишь 400 метров над землей. Она не имеет реальной высоты, потому что художникам было важно сделать в первую очередь красивую картинку. Не очень понятный ответ, не правда ли? То, что высоту модели примерно 1900 миль, выяснили в дальнейшем и фанаты игры. Но тут есть важное уточнение, что из-за особенностей проектирования уровней у цитадели нет и не может быть точно измеренной высоты. Чуть далее в видео, когда мы будем смотреть на мой метод измерения высоты цитадели, я особо заострю внимание на том, как она меняет свой размер в зависимости от локации игры. Ну а пока вернемся к фанатам, которые продолжали закидывать почту создателей игры. Видимо, в какой-то момент этот вопрос осточертел Марку Лейдлоу, и уже спустя время на очередное письмо приходит ответ. Я задал вопрос одному из старых художников Half-Life 2, и он ответил. Так сразу и не скажу, примерно милю, я думаю. Если вы сможете найти кого-то с репозиторием Half-Life 2, они смогут выкачать ее оттуда, загрузить просмотрщик моделей и умножить размер на 16, и вы получите высоту. Я думаю, пацаны из Garry's Mod имеют доступ к инструменту, так что можете использовать эту инфу. Мол, просто найдите человека с репозиторием, заберите оригинальную модель и замерьте. Я, Марк Лейдлоу, благословляю вас на поиски ответа и официально от лица создателей игры говорю вам: высота цитадели равна ее модели в игре. А теперь прекратите мне писать письма и вообще как-то меня беспокоить. Вообще, в промежутке с 2009 по 2012 года есть много форумных обсуждений на эту тему. Например, как правильно считать единицы измерения в инструментах разработчиков, а именно в Хаммере. Это утило для проектирования локаций на движке Source. Кто-то писал про то, что цитадель высотой 1,9 километра. Кто-то допускал ошибки при конвертации величин из имперской системы в метрическую, писал, что она высотой 200 метров. Продолжались эти разговоры до 6 марта 2012 года, когда пользователь Reddit под ником NES4114 написал пост о том, что он посчитал реальную высоту цитадели. В посте он подробно описал метод измерения, и чтобы в нем разобраться, поговорим про то, как построены локации в Half-Life 2. В играх на движке Source они строятся следующим образом. Есть основная локация, та, в которой мы перемещаемся. В ней расставляются все объекты, такие как стены, скрипты и NPC. Чтобы сохранять пропорции объектов в основной локации, система измерения движка Source примерно равна системе измерений из реального мира. Отдельно от основной локации, чтобы отрисовать небо, используется 2D Skybox.
Он представляет собой большую текстуру, натянутую на задний фон локаций. Он всегда статичен и не находится в пространстве физически. Как бы вы ни передвигались по локации, этот Skybox находится от вас на одном и том же удалении. Третья и самая важная для этого видео часть — это 3D Skybox. Он состоит из моделей, которые находятся за пределами основной локации и которые, в свою очередь, должны создавать глубину перспективы, чтобы открытые пространства в игре имели глубину. В основном тут находятся здания, которые вы можете видеть в игре на линии горизонта. Хитрость тут заключается в том, что в 2004 году на персональных компьютерах не было такого количества памяти, чтобы можно было спокойно взять, да и пригрузить хоть и пустое, но поле, которое имело бы в поперечнике несколько километров. Даже в 2021 году это нам не всегда доступно. Локации любой игры поделены на сегменты, которые прогружаются по мере того, как игрок к ним приближается. Подобное вы можете увидеть в Киберпанке, когда приходите в Мегабашню, и вам обязательно нужно дождаться, пока с нее спустится лифт, который сможет поднять вас наверх. И для того, чтобы в таком маленьком пространстве разместить действительно большие объекты, используется простая, но очень эффективная иллюзия. Изначально объект проектируют как реальный, будь то дом на горизонте, торчащие из-за него трубы завода или пресловутая цитадель. На уровне параметров Skybox масштаб объекта меняется так, чтобы он находился ближе, но его вертикальный угол не изменялся. Хитрость же с объектами в Half-Life 2 заключается в том, что мы не знаем реальный размер загруженной модели в Skybox. И уменьшая размер самой модельки и равно пропорционально пододвигая ее ближе к игроку, можно незаметно создать перспективу чего-то очень большого, что на самом деле не такое огромное и находится-то совсем рядом. Этот эффект называется параллаксом и лучше всего показан в игре Superliminal. Я настоятельно рекомендую всем эту игру, она просто ломает мозг. Так вот, любое пространство нужно как-то высчитывать. Для движка Source такие измерения производятся в так называемых Hammer Units. Это минимальная единица пространства для игры. В ней рассчитывается как расстояние и размеры, так и скорость. Например, тот счетчик, который вы можете видеть в интерфейсе спидранерских сборок и на серваках с рампами в CSGO, показывает скорость именно в Hammer Units в секунду. Само пространство имеет разный масштаб как для игрового поля, так и для 3D Skybox соответственно. Минимальное расстояние в игровом поле — 1 Hammer Unit. А так как для удобства работы разработчики отталкивались от родной им имперской системы, то они привязали этот юнит к футам. 1 фут они привязали к 16 Hammer Unitам, а для 3D Skybox масштабировали размеры и создали из них блоки в соотношении 1 к 16. Или 1 фут к 1 Hammer Unitу. То есть для того, чтобы рассчитать размер объекта в Skybox, нужно просто открыть модельку в редакторе, и полученная цифра будет высотой. Такой вот математикой пользовался NES 4114, высчитывая реальную высоту цитадели. Его пост породил большую дискуссию, которую заметил авторитетный портал Kotaku, который уже на следующий день после поста сделал свою публикацию о том, что пользователь Reddit вычислил реальный размер цитадели Альянса из Half-Life 2 и нарисовали уже знакомую всем вам инфографику, в которой цитадель сравнивается с реальными небоскребами. А так как Kotaku является одним из самых читаемых изданий во всем игражуре, то после публикации уже на всех фанатских вики-страницах по Half-Life начали появляться ссылки на этот пост с точными измерениями высоты цитадели вплоть до метра. Ну и она оказалась... Но погодите, вам не кажется, что это немного не вяжется с логикой? Видите ли, проблема тут лишь в том, что если сравнить соотношение сторон модели цитадели относительно вычисленной высоте, а для нее она примерно 1 к 10, то получится, что цитадель в ширину всего лишь 250 метров. Это вообще никак не вяжется с размерами локации, которые мы наблюдаем, пока проходим уровни в самой цитадели Half-Life 2 и Half-Life 2 эпизод 1. Господи, оттуда же вылетают сотни и тысячи ганшипов Альянса. Топами маршируют страйдеры. Да сама локация в ядре реактора цитадели получается шире, чем актуальная высота цитадели. Вы только посмотрите, как
Это может составлять всего 250 метров. Да и посмотрите на это с точки зрения логики лора игры. Есть инопланетная раса, которая летает от мира к миру, захватывая ресурсы и порабощая и модернизируя всю окружающую флору и фауну. Разве их главная база и по совместительству завод по производству боевых единиц будут такими не впечатляющими? К примеру, даже на момент создания игры существовали реальные проекты зданий, которые могли бы превзойти Цитадель по всем характеристикам. Взять вот проект токийской высотки X-Seed 4000. Небоскреб насчитывал в себе 800 этажей и был рассчитан на высоту в 4 километра. Это почти в 2 раза больше того, что было в статье Kotaku. Кстати, проект хотели начать строить в 2006 году, и он фактически был готов к реализации. И людей тогда остановила лишь стоимость проекта в $1 триллион. И то, что Японию постоянно трясет от землетрясений. И, кстати, я ведь еще не говорил то, что на Земле есть горы, которые намного выше того, что было предложено. В целом, вся эта инфа не впечатляет. И есть очень много претензий к ее логике. Мне кажется, что сценарист Марк Лейдлоу и художники игры просто хотели, чтобы мы от них отстали и сказали самую очевидную вещь. И раз уж на всех официальных вики написана нелогичная и неактуальная информация, то, я думаю, нужно пересчитать высоту Цитадели. А для этого мне нужно расширить методологию замера и добавить в нее косвенные факторы, которые могут пролить свет на этот вопрос. Какая же все-таки высота Цитадели с точки зрения логики? Тут я хотел бы вставить ремарку. Все дело в том, что я с детства обожаю Half-Life 2. И меня лично очень сильно задевает то, что на вики по игре написана какая-то херня, которая абсолютно полностью ломает и уничтожает процесс погружения. Поэтому я и создал этот ролик. И чтобы моя идея дошла как можно большему количеству людей, я призываю вас нажать на лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Тогда это смотивирует меня создавать новые ролики, а этот ролик получит большую огласку. Теперь продолжим. Итак, сперва посмотрим, что происходит с Цитаделью во время самой игры. Впервые мы встречаем ее, выходя из вокзала в Сити-17. Ля, какая большая. Начинаем убегать от Альянса. О, вот она. Затем мы встречаем Алекс. Доходим с ней до доктора Кляйнера. Доктор Кляйнер кидает нас в варп, кидает нас по миру, и вот анимированная Цитадель. Запомним этот факт. Он пригодится нам позднее. И теперь мы бежим со всех ног из Сити-17 по каналам, уничтожая толпы солдат Альянса и манхэков. Кажется, Цитадель стала чуточку дальше. Мы продолжаем бежать. Еще дальше. И вот ее уже не видно. Далее Цитадель появится только после того, как нас заварит из Нового Проспект обратно в лабораторию Кляйнеру и его охренительным шуткам. Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Отныне наш путь лежит не от, а в саму Цитадель. И шаг за шагом мы становимся к ней все ближе и ближе. Вот мы уже встречаем Барни, которого во время поиска пива для нас зажали несколько снайперов. Далее мы уже штурмуем большую инопланетную зенитку. И вот она, Цитадель. Мы уже у самого подножья. Погодите. Я же несколько долбанных часов шел к Цитадели. И вам не кажется, что с этой позиции я могу пробежать ее от края до края всего лишь за пару минут? Тут мне внезапно вспомнилось то, что сперва звучало в тезисах Марка Лейдлоу. Она не имеет реальной высоты, потому что разработчикам важнее было сделать красивую картинку. Может быть, на разных локациях используются разные модельки Цитадели? Чтобы выяснить это, нам нужно распаковать контент игры, найти модели Цитадели, открыть их в редакторе и найти различия. А для этого нам потребуется купленная и установленная игра и SDK Source с требуемой версией игры. Скачав SDK со Steam, я понял, что для его запуска нужно начинать танцы с бубнами и прописывать с нуля весь конфиг. Что ж, поступим проще и найдем модерскую сборку Ultimate Source SDK 2013. На ее основе пилят моды для Half-Life, фанатские карты и сервера для CSGO и многое-многое другое. В такой сборке есть все нужные нам инструменты, например, распаковщик для контента игры,
сам Hammer Tool и утилы для просмотра и конвертации моделей. Открываем запакованный архив и начинаем искать модели. О, вот они. А для Цитадели есть не так много моделей. По крайней мере, их точно меньше того, сколько раз мы их встречали в игре. Возможно, размер модели масштабировали еще и относительно локации, уменьшая модельку от уровня к уровню по мере удаления нас от City-17. Это значит, что в основном использовалась какая-то одна конкретная модель. Смотрите, а тут у нас моделька подписана как анимированная. Это же та самая модель с анимацией, которую мы видели в начале игры, когда Барни скидывает нам монтировку. Она того же размера, что и Цитадель, которую мы видим на выходе с вокзала после посещения комнаты допроса. И раз уж мы точно можем сопоставить модель и карту, где она появляется, замерять мы будем эту самую анимированную модель. Также я выбрал ее, потому что остальные модели могли быть просто собраны, в свою очередь, из готовой анимированной модели. Просто в какой-то определенной фазе анимации. Теперь выгружаем файлы модели и открываем ее в утиле для просмотра. Тут я вспомнил, что Blender, как и Hammer Tool, использует имперскую систему для замера размеров. И на борту имеет линейку, чтобы можно было нарисовать линию и увидеть реальную длину. Недолго раздумывая, экспортируем модельку как OBJ файл, чтобы затем открыть его в блендере. Очищаем сцену и в настройках проекта выставляем имперскую систему. Напомню, что для Skybox минимальная единица измерения — это 16 Hammer юнитов, а для Hammer Tool 16 юнитов равны 1 футу. То есть все должно сойтись. Импортируем модель и... Ух, какая же она огромная. Даже отрисовывается с трудом. Что ж, поставим ее вертикально, выровняем по одной из осей. Все, наша модель готова к замеру. И об этом я хочу поговорить чуть попозже. Сперва я хочу проверить еще один косвенный признак, по которому можно выяснить высоту. Переместимся на самый последний уровень в игре, где нам предстоит уничтожить портал Брина и превратить его в личинку. Интересует тут меня далеко не крыша Цитадели. Включаем чит-режим, сразу ставим AI Disabled, чтобы Брины и ганшипы нас не беспокоили. Включаем NoClip и залетаем немного за платформу, на которой мы стояли. Смотрите, это же текстура ночного города, которую натянули на дно локации. И выглядит она как красивый и ровный спутниковый снимок. Моя гипотеза строится на том, что эта текстура создавалась из реальных спутниковых снимков. Не думаю, что ее рисовали художники, так как это долго. Также я не думаю, что это фоткали сами разработчики самолета, так как она выглядит достаточно ровно. Это определенный снимок со спутника, который засунули в игру. Теперь нам предстоит найти эту текстуру. Возвращаемся в распаковщик пакета с контентом и начинаем искать текстуру. Упрощу задачу и ускорю для вас этот процесс. А вот и наши файлы. У нас есть 4 файла с максимальным для движка разрешением в 512 пикселей на каждую сторону картинки. Если сложить их вместе, то получится квадрат 1024 на 1024 пикселя. Соберем в фотошопе все вместе в одну картинку. А теперь нас ждет работа настоящего журналиста-расследователя. Я, как эдакий Кристо Грозев, буду сопоставлять изображения, которые мы собирали с файлов игры, с городами в Google Earth. Проблема заключается лишь в том, что на планете существует чуть более 2,5 миллионов городов. Кажется, меня будет ждать очень много бессонных ночей и ведро кофе. С чего бы нам начать? Я припоминаю, что главный геймдизайнер игры Виктор Антонов родом из Болгарии, и они с командой художников ездили в Софию для сбора референсов. Вот, даже видел фотки в интернете, которые использовались для этого. Попробуем Софию. Если присмотреться на текстуру, то виднеется река и парочка мостов через нее. Тут же реки вообще нет. В каком большом городе по соседству есть реки? Давайте посмотрим на Стамбул. Тут как раз есть большой канал, но опять нет. Очертания не подходят. Может быть, штаб-квартира Valve? А чё, недалеко от дома отходить? Определенно нет. Если бы я создавал игру про то, что инопланетяне напали на Землю и устроили военную экспансию, на какой бы город я напал? Но не на Нью-Йорк же. Погодите. Да, точно, это Нью-Йорк. А посмотрите, что у нас тут. Тут написано высота положения камеры для данной панорамы.
на самом деле очень похоже на то, что я видел до этого. 8 километров или 27 тысяч футов. И, кстати, если бы цитадель была такой высоты, это бы хорошо сопоставлялось с идеей, что ширина цитадели в 10 раз меньше ее высоты. И в ширину тогда бы она была чуть более 800 метров. Куда точно поместились бы и сотни страйдеров, и термоядерный реактор на кварк-галлионной плазме. Сейчас я хочу вернуться чуть назад, к тому моменту, когда мы открывали блендер и загружали туда модельку из Skybox. Я понимаю, что сейчас на дворе 21 год, и вышла новая неномерная часть Half-Life, CSGO все пытаются перевести на Source 2, у блендера новая версия, и, возможно, из-за изменений интерпретации информации при конвертировании моделей из игры действительно получается другая информация. Когда я загрузил модель из Skybox в блендер, то на самом деле высота цитадели из Half-Life 2 оказалась 27 580 футов или 8406 метров. 860 метров в ширину и уходит под землю на 230 метров. В моей калькуляции есть доля логики. А значит, я могу поспорить с комьюнити фанатов Half-Life 2 на тему того, может ли это стать каноном. Или нет. Все дело в том, что у движка Source огромная куча разных версий. На ресурсах для разработчиков я нашел информацию, что в последних версиях движка начали использовать масштаб 1 к 12 для юнита Skybox. А в некоторые моменты один Hammer юнит равен не 1 дюйму, а 2/3 дюйма. Да и сам блендер в зависимости от версии 2.79 и 2.8+, немного менял механизм конвертации размеров моделей. Есть очень много аспектов, в которых можно ошибиться. Есть очень много непонятностей, что с Source SDK, что с самим блендером. И тут в моей голове опять вспоминается фраза. Она не имеет реальной высоты, потому что разработчикам важнее было сделать красивую картинку. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и надеюсь, что вы согласитесь с моей позицией. Чтобы транслировать ее на более большой круг людей, то призываю вас оставить свое мнение в комментариях, поставить лайк и нажать на колокольчик. Это поможет мне в распространении видео, а также по ссылке в описании вы можете подписаться на мой Twitch-канал, на котором я, если там соберется достаточно большое количество фолловеров, проведу специальную неделю стримов с самыми лучшими фанатскими модификациями для Half-Life. Всем спасибо за просмотр и всем пока.